Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, у нас сегодня такая дождливая, очень ветреная погода, и на улице практически делать нечего. Уже все, что возможно, я сделала. А сегодня у меня задача уборка в доме, потому что скоро, сами знаете, праздники. Надо отмывать окна, потому что окна зимы грязные, и вешать шторы. А шторы еще надо гладить. Пока я их везла, они все у меня помялись. Так, хочу сказать про мои, всходы. Вот здесь вот у меня, вот в этом ящике бархатцы, они уже, друзья, всходят. Это вот я сеяла на той неделе, а вот в этом ящике у меня виола. И тоже, вон видно, такие маленькие беленькие точечки, это вот как раз появляются всходы. Все работает, все всходит. В доме, когда я первый раз приехала, а это было у нас, вчера, я уже даже и забыла, настолько был насыщенный день, и сеяла капусту, и убиралась в доме, и постель готовила, потому что все сырое и холодное, и топила печь. А сегодня хочу с вами поговорить вот как раз про печь. У многих проблема, я знаю, что после зимы первая топка – это проблема. Но я научилась, как это делать, чтобы дым пробить вот эту пробку воздушную на своем опыте. И хочу поделиться с вами, дорогие друзья. И пойдемте ко мне в комнату, где стоит мой печь-камин. Дорогие друзья, мы пришли в мою, скажем, небольшую гостиную, где еще, конечно, не до конца у меня все оборудовано, потому что не все сразу делается, как говорится. Москва не сразу строилась. Затопила я печь. Температура, конечно, сейчас тепло в доме. Вчера было совсем холодно, когда я приехала. И я топила печь целый день. Было у меня 2 протопки. И температура, еще сегодня утром топила, это вечерняя топка. Сейчас уже вечереет, 5 часов, и как раз время вечерней топки. Температура, конечно, в доме уже 22 градуса, тепло, хорошо. Я еще раз хочу повторить, что у меня небольшая такая печка сербская, чугунная. Показала она в процессе работы себя хорошо. Расход дров совершенно небольшой, но надо знать, как с ней, в общем-то, работать. Но сейчас не про это. Я хотела вам рассказать, что у многих такая проблема, когда люди приезжают зимой, кто, конечно, знающий, те знают, как это надо делать. Первую протопку, и чтобы дым не повалил в дом, пробить эту пробку воздушную. Что я делаю? Я не знаю, как делают это другие, но я на своем опыте это делаю так. Конечно, это еще зависит, дорогие друзья, от погоды и от природы. Поближе вам поставлю камин. Друзья. Что я хочу сказать? Когда я приезжаю, первый раз делаю с зимы протопку первую, я делаю так. Беру... упала у меня там бревнышко. Беру,
небольшую свечку, небольшую свечу. Она должна быть в какой-то, значит, емкости. Лучше взять металлическую баночку какую-нибудь. Простая свеча, не цветная, обыкновенная. Вот, вот которые продают в хозяйственных магазинах за 14 там, рублей или сколько она стоит. Вот такую нужно взять, значит, свечу. Зажечь. Конечно, у вас должен быть чистый, значит, камин полностью. Дымоход открыть, задвижку вот эту дымоходную. Открыть вот эту вот, видите, у меня внизу такое колесико. Так, открываем, значит, вон там вот задвижку, у кого здесь, а у кого нет, значит, там где-нибудь у вас наверху. Все вот эти задвижки тоже открываем. Вот у меня, видите, две прорези с такими колесиками. Они должны быть тоже в открытом режиме. Ставим эту свечку, зажигаем, закрываем дверку и ждем. Она начинает там просто тихонечко гореть. И вы сами это увидите. Набираемся терпения и ждем. В каждом случае бывает по-разному. Бывает очень быстро пробка, значит, это удаляется. Значит, когда горит вот этот маленький огонек, потихоньку пробка пробивается воздушная. Так, весь воздух поднимается теплый вверх, вот, и будет даже слышно, как вот приподнимается там вот это вот. У меня, значит, происходит это так. Раз, как будто так лязгнула такая вот. И я знаю, что эта пробка пробита. И огонек начинает тянуться вверх. Вы увидите, огонек от свечи тянется вверх. И видно сразу, что уже тяга пошла воздушная. И огонек весело заиграл. А когда пробка не пробита, он так маленький такой и тихонечко горит. Дело в том, что должна нагреться вот это вот, я не знаю, как это, конечно, правильно, но должен произойти определенный нагрев. Но это где-то занимает, минут 15 от силы. Вот. И все. И можно, и вы когда вот это увидите, что огонек уже потянулся вверх, еще немного он у вас погорит, но не надо там 30 минут ждать, это ни к чему. Это все очень быстро происходит, и тогда можете делать первую растопку. Первую растопку я много дров никогда не кладу. Кладу, значит, небольшие, значит, щепочки и одно полено. Вообще вот эта печь у меня, да, она очень экономная. Туда всего должно входить 4 килограмма дров. Дрова исключительно только березовые, а вот другие сюда не годятся. Вот. Это я хотела сказать в помощь женщинам в основном, потому что, как сказать, в основном у женщин, неопытных и молодых, бывает вот такая проблема. Или кто-то первый раз приобрел печь и не знает, с какого боку к ней подойти. Вот. Включаем, значит, голову и физику. И все у вас получится. Пробка пробита, и огонек устремится вверх, и все у вас будет хорошо. Первая тупка пройдет удачно. Я, конечно, когда купила печь, не знала, с какого боку к ней подойти. Тоже опыта никакого не было. И дым шел сюда, пока все не изучила, все это на практике не изучила. Скажем так, только практика дает это, значит, вот эти знания. Может, как-то еще по-другому можно делать это. Но я вот делаю так. Для меня это очень просто. Никаких затрат. И все очень быстро
происходит. Сейчас я немножко открою колесико, чтобы дрова разгорелись. Так. Вот так вот. Вот здесь еще у меня сзади есть такая вот такая вторичная газа. Сейчас мы ее прикроем. Так, а вот эту я открою немножко. Сейчас погода на улице очень пасмурная, да? Дрова тоже не всегда бывают хорошего качества, дорогие друзья. И надо смотреть, чтобы дрова были сухие. Я тоже вот раньше не понимала вообще в дровах. А теперь хоть чуть-чуть стала разбираться. Обязательно надо, чтобы они просыхали у вас вот на ветерке, в такой как бы в таком месте, где продувает их, и они тогда быстрее просыхают. Дрова получаются, знаете, такие просохшие, они получаются такие желтенькие, березовые дрова, имеют такой желтоватый цвет, и тогда очень хорошо. Вот сейчас мне попалась сыроватая полена, еще по весу. Если полено легкое, желтенькое, значит оно сухое. А вот это попалось немного у меня сыроватое, но ничего. Сейчас возьмется. Сегодня с утра была ясная такая погода, а сейчас к вечеру захмурилась. Дождь был, вот, давление, естественно, атмосферное понизилось, и поэтому, конечно, это все влияет на протупку. Ну вот сейчас разгораются дровишки. Значит, еще хотела, спрашивают у меня многие, как я чищу стекло. У меня было видео на моем канале, я показывала, что стекло я чищу без всяких средств, дорогие друзья. Нужна газетка или туалетная бумага. Вот этот вот, значит, сажа или пепел, который образовался у вас на стекле. Так. И вот чуть-чуть смачивайте, не чтобы только не текло, чуть-чуть смачиваете, чтобы влажная была газета. И вот эту сажу протираете. Если у вас есть такие очень сильные, такие желтые, закопченные места, берете, значит, вот эту сажу из самой печи и вот на эту бумагу наносите, чуть-чуть увлажняете, и очень хорошо, моментально все оттирается. Я уже показывала вам. И очень хорошо именно это вот газеткой, значит, вот протирается. Потом снова чистенькой водичкой смывается, только не надо очень много мочить, и протирается насухо газетой. Газетой отлично, стекло блестит, сверкает и сияет. У меня правило, я всегда после каждой топки стекло обязательно чищу. Не люблю доводить до такого состояния, чтобы оно было копченое. Вот. Вот о чем я хотела с вами сегодня поговорить, потому что это немаловажно для многих людей. Значит, многие не знают, как быть, чтобы вот справиться с вот такой пробкой после долгой зимы. Вот. В общем, вот это я вам рассказала из своего личного опыта. И самое главное, очень много дров не закидывать в печку. Ну, нужно, в общем-то, по инструкции. Я закладываю, как там написано, до 4 килограмм. 4 там с чем-то максимум. Я так не люблю. Я кладу 2 полена. 2 полена кладу небольших. И щепки вот такие вот.
и тогда все быстро, значит, происходит. Когда уже начинают они вот так вот прогорать, дрова, вот видите, как сейчас уже такие покрываются сединой, пеплом, то есть образуются, как бы уже они обуглились хорошо. Вот. Тогда я закрываю вот эту задвижку полностью, так, и у меня печь переходит в режим длительного горения. И в таком длительном режиме она работать может 2 часа. Чтобы вторичные газы догорали, я открываю, я вам уже там показывала сзади, такая вот задвижечка, чуть-чуть ее приоткрываю, и газы вот эти, которые образуются, они догорают. Вот. Печь безопасная, потому что у нее там специальные прорези есть, и весь этот угарный газ выходит. Такая печь в длительном режиме работает очень долго и нагревается очень-очень сильно, и весь жар отдают, значит, в дом. И получается, что вот этот первый этаж, вот эта печурка полностью отапливает. Вот. Ну, скажем так, если дом у вас больше 120 квадратов, конечно, вам нужна более мощная печь, дорогие друзья, потому что эта печурка только вот, значит, сколько у меня тут квадратов? Так, 17, 18, 18 на 3 вот умножить, вот столько квадратов и занимет первый этаж. Это без коридора. Вот. Вот. А сейчас я закрою. Вернее, открою. Хочу. Так. Ну вот. Вот такой сегодня у нас с вами получился разговор у печи, дорогие друзья. Думаю, что кому-то это было очень полезно. А я сижу здесь на своем любимом кресле с волчьей шкурой, и мне так тепло и уютно и хорошо. Вот такой релакс у нас сегодня получился с вами, дорогие друзья. Сейчас в комнате стало тепло, хорошо. И, в общем-то, вот сейчас эта печь протопится. Я закрою все вот эти задвижки, чтобы она оставалась долго-долго теплой. И, в общем-то, всю ночь очень тепло и хорошо. Но сильно я не люблю, когда жарко. И температура должна в спальне быть градусов 18. Но пока я в спальню еще свою не облагородила и сплю пока здесь. Вот. Вот такая сегодня у нас с вами вот такое видео про мою печь и про то, как после зимы очень длинной быстро разжечь и безопасно печь в вашем доме, дорогие друзья. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока-пока. До новых встреч.
впереди еще много интересного. Пока, друзья!